Друзья, приветствую вас! Спасибо, что присоединились к сегодняшнему видео. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала и ведический астролог. И сегодня видео, которое я, в принципе, сначала хотела записывать, потом решила, что, наверное, я его записывать не буду, потом передумала. И таким образом мы сегодня с вами будем анализировать гороскоп Испании. Почему я сначала решила записать это видео, а потом передумала? Потому что я готовилась к записи этого видео в пятницу, когда было очень много новостей о том, что мигранты штурмуют Испанию, что очень много, там более нескольких десятков тысяч человек прибыло в Испанию, прорывали они там оборону, и когда я проанализировала гороскоп Испании, я поняла, что сейчас они их всех будут высылать, потому что в целом, конечно, в Испании был принят в этом году закон о легализации большого количества мигрантов, но и картинка выглядела так устрашающе, когда огромный поток людей хлынул в государство и начали заявлять Италия о безответственном отношении Испании к этому вопросу, там Франция какие-то войска вроде направляла. И по гороскопу Испании я когда начала разбираться, я поняла, что, скорее всего, их всех будут отправлять, и я вам покажу, почему я так решила. И к концу дня пятницы уже стало известно о том, что мигрантов, в общем-то, высылают обратно, тех, которые вот так вот хлынули, и тем более, что это вообще выглядит как какая-то провокация, потому что не просто так они все вдруг рванули в один момент, и кто-то эту провокацию устроил, но прошла суббота, я походила с этой мыслью, поанализировала в своей голове еще раз гороскоп Испании и поняла, что все-таки я запишу видео и расскажу вам, что я вижу дальше, потому что Испания на самом деле открыла ящик Пандоры, я считаю, и эта ситуация еще аукнется Испании в дальнейшем, и давайте посмотрим, почему эта ситуация аукнется Испании. Сначала хотелось бы вообще про выбор гороскопа. Я знаю, что меня смотрят и люди, которые разбираются в астрологии, и люди, которые не разбираются в астрологии, поэтому я постараюсь и для тех объяснить. Но для начала про выбор гороскопа. Есть несколько дат, которые могут браться за основу для гороскопа Испании. Это и дата, когда вступил на престол король Испании. И вторая такая очень значимая дата — это дата вступления в силу новой конституции. Конституция была несколько раньше принята, не 29 декабря 1978 года, она была принята раньше, 27, по-моему, декабря 1978 года ее подписал король, и когда король подписывал Конституцию, там было указано, что она вступает в силу в день ее опубликования в национальном там вестнике. И опять же, когда публикуется вестник, я очень долго искала информацию, когда же все-таки публикуется вестник, в какое время он публикуется. Но нигде такой информации тоже нет, когда публикуется вестник. Я взяла за основу первую минуту начала 29 декабря, то есть это, в принципе, стандартная практика брать за дату тот день, когда что-то вступает в силу, самую первую минуту. И поэтому дата построения гороскопа, если вы будете спрашивать, это 29 декабря 1978 года, 0 часов 1 минута, Мадрид, Испания. В принципе, мне этот гороскоп изначально не очень понравился, но потом я про него подумала и поняла, что на самом деле нет, все верно, очень хороший гороскоп, который отображает ту ситуацию, которая происходит в Испании, и, в принципе, отображает саму суть Испании. Давайте пройдемся по этому гороскопу и поговорим о том, почему этот гороскоп должен быть хорошим и рабочим. Во-первых, в первом доме гороскопа восходит у нас Лев и находятся две планеты Раху и Сатурн. Лев — это знак праздника, знак королевской власти, знак, который отвечает за детей деторождения, за обучение. И Раху и Сатурн отображают высокий уровень преступности в стране, в том числе, потому что Раху во Льве, как я уже рассказывала в своих видео, точно так же у меня есть видео про Раху во Льве,
в принципе, как он проявляется. Раху во Льве очень часто бывает в гороскопах преступников. И в Навамше у нас тоже восходит стрелец с Раху в Стрельце. Это точно так же может отображать высокий уровень преступности в стране. При этом в первом доме гороскопа у нас находится Сатурн во Льве, и Испания очень стареющая нация, есть большая проблема с демографией, с тем, чтобы этот демографический кризис остановить, и в том числе новый миграционный закон, который разрешает легализацию большому количеству мигрантов, он направлен на то, чтобы исправлять последствия демографического кризиса, поэтому это тоже, в принципе, соответствует действительности. Ну, плюс Испания — это такая страстная, жгучая нация, испанцы, и мы видим, что четвертым домом, который отвечает за место жительства и транспорт, управляет Марс в Стрельце, соединенный с Солнцем. Это жаркая страна, жаркий климат. Помимо этого, в Испании бывают пожары очень крупные. В Испании, в принципе, такая... То есть это отображение вот этого вот южного климата страны. В целом тоже через Марс и Солнце в Стрельце очень хорошо понятно. Плюс управитель четвертого дома места жительства и вот этих вот всех земель, территорий у нас соединен еще и с Луной. То есть то, что у нас и водные ресурсы присутствуют, это морская территория. И плюс в четвертом доме гороскопа, который отвечает за территории, стоит Нептун. Он тоже отображает выход к морю, плюс Меркурий здесь стоит и говорит о том, что могут быть какие-то мелкие территории, и Испания включает в себя еще и острова. Поэтому я считаю, что, в принципе, гороскоп Испании в таком виде, в котором он есть, он очень хорош. И управитель 10-го дома статуса и власти еще это Венера в весах, то есть показывает, что власть разделена, власть партнерская, грубо говоря, часть власти это король, часть власти это премьер. Поэтому в целом такой гороскоп, как по мне, очень даже отображает текущую реальность в Испании. И теперь давайте поговорим о том, какие периоды проживает Испания, почему такие сложные кризисные времена и что будет дальше. Во-первых, хотелось бы сказать о том, что сейчас идет большой период Марса с 21 апреля 2021 года по 20 апреля 2028 года. И в Испании я знаю, что он может быть не до конца справедливый и правильно действующий, но был принят какой-то закон, связанный с оккупасами. И я знаю, что это очень большие проблемы доставляло многим людям, которые на законных основаниях купили какую-то недвижимость и должны своими силами выселять людей. Вообще, в целом, для меня, извините, пожалуйста, если я чьи-то чувства задену, но в целом для меня вообще непонятно функционирование таких законов, которые, ну, условно разрешают занимать чужую недвижимость, и людей из этой недвижимости невозможно выселить. И большой период Марса — это период, который обещает решение каких-то территориальных вопросов, либо вопросов, связанных с недвижимостью, связанных со строительством. Но также Марс у нас находится в огненном знаке Стрелец, соединенный с Солнцем, поэтому он отображает и вероятность пожаров, и вероятность такого сухого воздуха. Помимо этого, еще и преступность, и какие-то внутренние территориальные споры и внутренние какие-то разборки, в том числе преступления против детей, поскольку Марс находится в пятом доме гороскопа, против молодежи, против, ну, какие-то, может быть, даже несправедливые законы в образовании. Возможно, еще и воинская повинность, трансформация воинской повинности, потому что пятый дом, дом детей и молодежи, но и активные спортивные успехи тоже, потому что пятый дом — это еще и дом развлечений. И в целом вот такой пятый дом гороскопа, очень яркий, насыщенный, он отображает как спортивные успехи страны, так и в целом большое количество массовых развлечений, потому что это тоже все относится к пятому дому гороскопа.
Но и отображает это в том числе, саму нацию с точки зрения того, что люди любят отдыхать, люди любят праздник, люди любят отдыхать, можно сказать, больше, чем работать. Значит, большой период Марса — это период Йога-Караки. В принципе, Йога-Карака — это сильная планета для страны, но этот Марс, он угрожает, руководству страны и меняет руководство страны с апреля 2021 года по апрель 2028 года. Это может быть как премьер-министр, это может быть также и король, но кто-то меняется, либо премьер-министр, либо король. В любом случае и тот находятся у власти еще до периода Марса, они пришли к власти. И вот этот период Марса кого-то из них должен поменять, либо короля, либо премьер-министра. Под период, который сейчас идет, это с 15 марта 2026 года по 16 мая 2027 года, это идет под период Венеры. Венера находится в третьем доме документов, границ. Венера окружена Мандией и Гуликой, двумя вредителями, и соединена с Ураном, то есть могут быть какие-то странные происшествия, связанные с границами. Сегодня открыли, завтра закрыли, плюс странные неожиданные документы, странные неожиданные законы, происшествия, связанные с транспортом. И Венера находится в созвездии под управлением Юпитера. Юпитер — это управитель восьмого дома кризиса в 12 доме. Плюс Юпитер у нас находится в Раке, то есть это тоже у нас вопрос территорий, вопрос охраны собственных границ, вопрос собственной защиты может подниматься таким Юпитером. Венера в гороскопе дополнительно управляет шестым домом конфликтов и находится в седьмом доме партнерства, но также указывает и на какие-то союзы, но и на конфликты с партнерами. И в том числе мы видим, что сейчас Испания конфликтовала с Трампом в этом году, и были какие-то разборки с Трампом по поводу того, что Испания не хотела помогать Трампу в войне с Ираном. И кроме этого, еще и с Италией, и с Францией были сейчас какие-то споры за счет вот этого вот притока мигрантов и того, что Испания, грубо говоря, позволила большому количеству людей а, прийти в страну, которая, в общем-то, является одной из границ ЕС, Европейского Союза, и может способствовать это все тому, что эти мигранты будут расселяться по территории Европейского Союза. И, в общем-то, Венера до 16 мая 2027 года, она и создает вот это напряжение, создает напряженные отношения с соседями в гороскопе, который отвечает за территорию Венеры, точно так же управитель шестого дома конфликтов, армии находится в третьем доме гороскопа, в доме, который отвечает за границы, поэтому Венера, в принципе, указывает на то, что Испания так или иначе будет отправлять войска и будет защищать свои границы. То есть не будет такого спокойного, пожалуйста, приходите, кто хочет, кто может, все равно Испания будет защищать эти границы так или иначе. Но мы еще посмотрим по годовому гороскопу. А следующий подпериод, который будет, это будет подпериод Солнца, управителя всего гороскопа. И Солнце у нас соединено с Марсом, поэтому Солнце даст рост внутреннего недовольства, большого недовольства народа, действиями государства, действиями власти. При этом Солнце еще находится в пятом доме гороскопа, пятый дом отдыха. Поэтому, конечно, может быть и какие-то большие крупные успехи Испании, опять же, в соревнованиях, в каких-то выступлениях. Но Солнце также дает и период изолированности своеобразной Испании, потому что в гороскопе Навамша Солнце находится в восьмом доме. Восьмой дом — это мы в домике. В доме кризисов, конечно, тоже. Это будет кризис законодательной системы, но при этом Солнце еще указывает на то, что, возможно, Испания в это время больше тратит, чем зарабатывает, и нуждается в какой-то экономической помощи от других государств. И это Солнце, кстати говоря, 16 мая 27 года по 24 сентября 27 года, оно еще аспектирует управителя 10 дома гороскопа, дома власти. Поэтому Солнце, в принципе, может тоже указывать на изменения во власти в 2027 году. Но
Это какая-то изоляция, возможно, безработица. Пятый дом гороскопа — это 12-й дом от шестого, поэтому, возможно, большой рост безработицы. И, скорее всего, это очень логично, потому что, в принципе, когда приезжает большое количество людей в страну, работы может на всех не хватать. Но еще очень важно то, что это Солнце соединяется с управителем 12-го дома гороскопа. Солнце в целом, конечно, символизирует в первую очередь короля. И, возможно, ослабляется власть короля в первую очередь в стране или какое-то недовольство королем, недовольство, ну, такими лицами наподобие короля. Если мы посмотрим на Солнце в гороскопе дополнительном, который отвечает за экономику, то Солнце управляет четвертым домом гороскопа, поэтому в Испании могут возникать территориальные споры с их какими-то отдельными территориями в 2027 году. В гороскопе территории Солнце находится в восьмом доме от четвертого, да, тоже, то есть может быть какая-то территория там хочет отсоединиться или еще какие-то споры наподобие этого. И следующий подпериод — это подпериод Луны с 24 сентября 27 года по 20 апреля 2028 года. Луна — это управитель 12 дома, дома дальних поездок, дома каких-то международных дома каких-то соглашений, которые заключаются с другими странами и городами. В пятом доме, доме детей, доме, опять же, отдыха, доме развлечений. Вообще Луна делает страну популярной, и Луна может указывать на отчасти изменения какие-то, связанные с населением, с детьми, с вопросами, опять же, отдыха и развлечений. Но если мы посмотрим в дополнительном гороскопе Луну, как она у нас расположена, то Луна тоже указывает на то, что это может быть какое-то недовольство именно молодежи и какие-то проблемы с молодежью, какие-то, возможно, выступления молодежи, какое-то настроение революционное со стороны молодежи в Испании в этом периоде Луны. И здесь у нас в дополнительном гороскопе Луна под аспектом Сатурна. То есть Сатурн создает какие-то ограничения для молодежи, Сатурн создает какие-то ограничения для женщин в том числе. И если мы посмотрим на следующий период, то есть заканчивается у Испании в 2028 году заканчивается период Марса, начинается период Раху. И этот период Раху будет длиться в Испании с апреля 2028 года по апрель 2046 года. И это для Испании будут очень неспокойные времена, потому что Раху у нас соединен с Сатурном. Сатурн — это народ, Раху — это преступник, это иностранец, но помимо прочего Раху еще во Льве, поэтому в какой-то степени я думаю, что Раху вызовет взрывной рост преступности в стране, и помимо того, что это будет взрывной рост преступности, это еще будет взрывной рост рождаемости в стране. То есть это будет демографический кризис, но в другую сторону. Не тогда, когда мы не знаем, куда деть, не тогда, когда мы не знаем, как повысить рождаемость, а этот демографический кризис будет наоборот. И в Навамше, в дополнительном гороскопе, диспозитор этого Раху — это Юпитер, который находится в 12 доме гороскопа и указывает на отток населения, на то, что люди будут из Испании уезжать, и, возможно, будет уезжать коренное население, потому что здесь будет очень много вопросов, как жить дальше, потому что будет безработица, высокий уровень, будет очень много рождаться детей, то есть не будет хватать на всех, скорее всего, ресурсов. И в дополнительном гороскопе Дашамша Раху находится тоже в 12 доме гороскопа. Дашамша — это, грубо говоря, гороскоп карьеры государства, откуда государство получает деньги, как оно работает. И Раху в 12 доме гороскопа, он тоже указывает на то, что, возможно, либо какая-то изоляция, либо миграция трудовая, отсутствие работы, и помощь, то есть поиск помощи на то, чтобы прожить. Раху у нас находится в созвездии Уттара-Пхалгуни, которое тоже у нас отвечает за отдых и расслабление. И находится тут Солнце, управитель Уттара-Пхалгуни, в пятом доме гороскопа. То есть это тоже продолжение вот этой вот темы неспокойности.
То есть в целом, сейчас, начался в Испании такой, серьезный вопрос с этими с мигрантами, в принципе, со всеми мигрантами, которые прибывали раньше в страну, которые прибывают сейчас. И, какие-то действия правительства все таки приведут к тому, что этот вопрос, встанет очень остро, и этот вопрос приведет к каким-то серьезным последствиям. Давайте посмотрим годовой гороскоп Испании, но мне нравится именно годовой гороскоп Тетхи Правеши, который, а, 2 вида гороскопа я могу составить здесь. И вот Тетхи Правеша, лунный гороскоп годовой, он, более красиво описывает текущую картинку. Вот Раху у нас идет период с 3 июля 26 года по 30 августа 26 года, потому что Раху это как раз иностранец, он находится в седьмом доме, в доме партнерства. Диспозитор Раху Сатурн находится в восьмом доме, в доме кризисов, то есть это как бы и кризис в отношениях с партнерами, кризис в отношениях с партнерами, который еще выстрелит с 20 октября по 20 декабря, потому что Сатурн указывает на разрыв каких-то партнерских отношений. Но почему я предположила, что все-таки мигранты будут возвращаться? И прямо сейчас они начали возвращаться, но прямо с 30 августа 2026 года по 20 октября 2026 года у нас еще будет под период Юпитера. И этот Юпитер у нас находится в созвездии Пунарвасу. А Пунарвасу — это стрела, которая куда-то запущена, но она обязательно возвращается домой. И вот этот смысловой и вот эта смысловая нагрузка по Норвасу в том, чтобы возвращать домой. Поэтому я так и подумала, что, в принципе, наверное, сейчас этих мигрантов будут возвращать, но, тем не менее, отношения с партнерами напряженные как были, так и останутся. И это выльется в то, что, возможно, Испания с кем-то разорвет какие-то отношения союзнические, добровольно либо вынужденно. И Сатурн у нас с 20 октября 26 года по 20 декабря 2026 года аспектирует еще третий дом, дом границ, то есть будет усилен патруль на границах, будут усилены какие-то меры безопасности. И если мы посмотрим на годовой гороскоп, который у нас уже начинается с декабря 2026 года, то мы увидим, что вообще этот годовой гороскоп у нас начинается со Скорпиона и Накшатры созвездия Джиештха. Джиештха, ее символ — это зонтик защиты. Мы видим в третьем доме уже даже более такой напряженный годовой гороскоп. Мы видим в третьем доме гороскопа, который отвечает за границы, за соседей, за законы. Здесь у нас стоит Раху и Плутон. И Раху еще в созвездии Тханишского, в марсианском созвездии, поэтому этот сегодняшний кризис на границах — это только начало. Этот кризис, вполне вероятно, в следующем году еще больше развернется. И восходящее созвездие годового гороскопа Джиешка говорит о том, что Испания будет защищаться, но в пятом доме, который отвечает за детей, за развлечения, за то, как, страна в этом периоде, у нее есть какие-то развлечения, праздники проходят или нету, стоит Сатурн, планета ограничений, которая, указывает на то, что это тяжелый морально, может быть, тяжелое морально время для страны, для людей. При этом управитель пятого дома находится в десятом доме, указывает на смену власти, возможно, в стране выборы, то есть смена какая-то власти. Десятый дом в дополнительном гороскопе, тут тоже у нас Сатурн и Луна в падении, такая тревожная Луна, то есть какие-то, может быть, даже и протесты, когда будет меняться власть. В общем, народ будет недоволен властью и теми действиями, которые будут происходить. И если посмотреть на дальнейшие периоды, тут есть такие тревожные периоды, когда вот этот Раху начинается у нас вот с октября 27 года, начинается годовой гороскоп по октябрь 2028 года. Это как раз период, когда начинается Раху. И здесь у нас стоит Сатурн в первом доме гороскопа, планета ограничений, и в пятом доме детей тоже стоит Кету, тоже какие-то ограничения. И Сатурн как управитель 12 дома гороскопа, то есть можно сказать, что тоже какие-то переезды и, может быть, даже посадки в тюрьмы условно кого-то, да, то есть если начнет расти преступность, то начнет очень сильно работать вот эта пенитенциарная система и начнет очень сильно работать механизм какого-то погашения тех протестов, тех настроений, которые начнутся в государстве. И
С этой точки зрения, конечно, этот год еще выглядит ничего, и 2028 год уже в третьем доме гороскопа, в доме границ тоже Марс стоит, кстати говоря, и 10-й дом поражен у нас, дом власти. И солнце, опять же, с властью какие-то тоже будут яркие скандалы, кризисы. Будет очень много коррупционных скандалов. Еще когда придет в силу, вступит Раху, будет очень много раскрыто каких-то коррупционных скандалов, громких дел, потому что здесь Раху про опять же, вот это вот громкое правосудие про то, чтобы наказать виновных, про то, чтобы разобраться, кто к чему, кто к такому привел. Что интересно, что здесь даже вот в годовом гороскопе вот эта вот комбинация такая, годовой гороскоп на 2028 год с декабря 28 по 29, то есть это уже будет Раху в полную силу. Здесь такая комбинация, что если бы это был человек, то можно было бы предположить, что этот человек либо заболеет, будет долго в больнице лежать, да, опять же, изоляция какая-то, либо человека посадят в тюрьму, то есть условно такой, если бы это был человек. Поэтому я думаю, что Испания открыла такой ящик Пандоры. Действительно, Испания будет сталкиваться с серьезными последствиями этого кризиса и следующие годы. То есть все эти годы какие-то немного неспокойные. Но я бы хотела еще посмотреть на транзиты. Во-первых, у нас сейчас в транзите Сатурн, как управитель седьмого дома гороскопа, дома, который отвечает за партнерство, идет по восьмому дому гороскопа и создает еще випарит раджа-йогу. То есть это вот какие-то решения, какие-то действия армии даже могут приводить к кризисам. Ну и в партнерстве тоже какие-то кризисы происходят. Потом в конце 2027 года у нас Сатурн зайдет в девятый дом. Девятый дом у нас отвечает за международные какие-то организации наподобие ООН, союзы какие-то, и будет склонять, кстати, Испанию, возможно, даже к выходу из Евросоюза, ну, либо ее как-то будут ограничивать. При этом Раху у нас зайдет в шестой дом гороскопа, в дом гороскопа, который отвечает за работу, за армию, за врагов, вот такое вот сопротивление. Раху будет идти по шестому дому гороскопа, Сатурн у нас будет идти сначала по восьмому, потом по девятому дому гороскопа. Сатурн из девятого дома гороскопа будет склонять к тому, чтобы ам, расставаться с какими-то партнерами, выходить из каких-то союзов, будет аспектировать третий дом гороскопа, строить, возможно, там на границе какие-то ограждения или что-то в таком роде. И Сатурн, как управитель шестого дома армии, будет слаб, но при этом он будет аспектировать третий дом гороскопа. То есть здесь у Испании наступает с конца, с ноября 2026 года, то есть уже в ноябре 2026 года Раху у нас зайдет в шестой дом гороскопа, и в 2027 году Сатурн зайдет еще в девятый дом гороскопа. У Испании наступают такие времена, когда будет активироваться, задействоваться армия, вооруженные силы, когда будет расти очень сильно уровень преступности, и когда в стране будут остро стоять вопросы труда. Но что интересно, что шестой дом это еще и дом врагов, и с точки зрения врагов это бывает и когда там у тебя что-то воруют, когда против тебя выступают. Раху будет раздувать все эти темы, то есть когда у страны могут там что-нибудь пытаться отнять. И что интересно, опять же, что у Испании сейчас идет возврат узлов, то есть Раху идет по седьмому дому гороскопа, Кету идет по первому дому гороскопа, и Юпитер идет по Юпитеру, то есть идут возвратные транзиты, и Юпитер у нас тут в гороскопе Испании в Пушье находится, то есть Сатурн, то есть это накшатра под управлением Сатурна, которая дает желание обогреть, дает желание принять, потому что Пушье это такая политическая накшатра, она связана с кормлением, связана с тем, чтобы предоставить кров, предоставить убежище. И вот эта история сейчас поднимается и активно возобновляется, когда Юпитер идет по
12-му дому гороскопа и создает этот кризис. Но кроме гороскопа Испании, хотелось бы вам показать гороскоп короля Испании, потому что, в принципе, у него произошли вот буквально на днях значимые перемены в гороскопе. У него поменялся период с Сатурна на Меркурий. С 7 июля 2026 года по 7 июля 2043 года начался период, большой период Меркурия. И Меркурий управляет шестым домом, но, в принципе, для короля шестой дом гороскопа это нормально, это дом служения, но управитель шестого дома гороскопа соединен с управителем восьмого дома гороскопа. Таким образом формируется випарит раджа-йога, йога препятствий и преодоление каких-то препятствий. Это может быть и критика короля, и противостояние против короля, и даже не одна випарит раджа-йога, потому что еще все это аспектируется Юпитером, управителем 12-го дома гороскопа. Меркурий у нас находится в Накшатре Марса, в Накшатре управителя восьмого дома гороскопа, поэтому для короля это достаточно кризисный период начался. И в Навамше, в дополнительном гороскопе, Меркурий управляет восьмым домом гороскопа и находится в первом доме. Это могут быть какие-то и события по здоровью, но это могут быть и события, связанные с личной жизнью, которые выходят наружу. И в гороскопе карьеры Меркурий у нас управляет 10-м домом работы, и находится в падении. И Меркурий у нас указывает на какие-то тоже репутационные вопросы, связанные с королем, связанные с его жизнью, связанные с партнерством, которые будут выходить наружу. И при этом в 2026 году с 30 января у короля начался период Козерога, который у нас тоже является 10-м домом и прототипом 10-го дома гороскопа. И в этот период Козерога в первом доме гороскопа у нас находится Луна, показатель здоровья. То есть тоже гороскоп говорит о том, что может быть этот период непростым для здоровья короля. И управитель восьмого дома гороскопа здесь у нас находится в первом доме здоровья, дома кризисов. И при этом в восьмой дом кризисов попадает Юпитер, Гнати Карака, показатель врагов, долгов. То есть Гнати Карака становится очень сильной, и Гнатикарека становится очень опасной для здоровья короля. Сатурн стоит в третьем доме вместе с Раху. Третий дом — это дом контактов и коммуникаций, и он ограничивает контакты и коммуникацию, отправляет человека даже в какую-то изоляцию в какой-то степени, в какой-то ограничение контактов, с одной стороны, с другой стороны, Раху — это иностранные контакты, это чужие контакты, то есть это какая-то и новая обстановка, в которой он находится. При этом Амати Карака, Марс у нас находится во втором доме гороскопа, но он не говорит, кстати, Амати Карака, что король, условно говоря, без работы остается, но все-таки здесь есть указание на то, что король может часто бывать в ограничениях, то есть у него могут быть вопросы по здоровью в том числе. И еще один гороскоп, который я бы хотела вам показать, это гороскоп Педро Санчеса, премьер-министра Испании, который тоже достаточно долго уже находится у власти. И что интересно, что с 14 января 2024 года у Педро Санчеса идет период Юпитера. И с 2024 года Педро Санчес, его окружение связано с множеством коррупционных скандалов. Почему именно с периода Юпитера? Потому что в гороскопе, который отвечает за карьеру, Юпитер управляет шестым домом конфликтов, врагов, долгов. И поэтому период Юпитера — это период, когда всплывают такие истории, когда какие-то проясняются вопросы. И Юпитер в гороскопе, в дополнительном, тоже управляет шестым домом гороскопа, в гороскопе брака. Он управляет шестым домом, находится в 10-м, то есть какие-то скандалы, которые влияют на карьеру. Что интересно, что в гороскопе Испании вот этот период, когда начались коррупционные скандалы, это был под период Сатурна во Льве, то есть он тоже отображает вот эту борьбу с коррупцией. Большой период Юпитера и под период Сатурна, то есть Юпитер-Сатурн со 2 марта 26 года по 16 сентября 28 года напрямую указывают на борьбу в жизни премьера, на то, что будет борьба, но эта борьба может быть и предвыборная. На самом деле Сатурн — это достаточно такая сильная планета в гороскопе Педро Санчеса. Он дает ему тоже рост и продвижение в карьере. Он не самый плохой на самом деле в этом гороскопе, но при этом Сатурн — это
Дара Карика — показатель партнера, и как раз вот с партнером эти конфликты выйдут на какой-то новый уровень разбирательства, потому что его жена до сих пор, по-моему, находится под следствием по делу о превышении там полномочий, еще какие-то о коррупции и так далее, и так далее. И Сатурн и Сатурн указывает на действительно какие-то разборки, связанные с женой, и, возможно, там какие-то решения по поводу этих дел тоже в том числе. Но Сатурн, на самом деле укрепляет власть даже в какой-то степени Педро Санчеса. По крайней мере, это такое, борьба с, врагами, борьба за пост, борьба за выживание и кризисы какие-то в том числе. Но Сатурн в целом еще в какой-то степени может давать отдаление от работы, потому что Сатурн, он, с одной стороны, находится в шестом доме и указывает на то, что это сильный период для карьеры. С другой стороны, Сатурн здесь указывает и на то, что человек в этот период может быть как бы немного под присмотром, то есть к нему может быть направлено внимание, и его, может быть, даже в какой-то степени достижения могут нивелироваться, либо он будет как бы унижен даже в какой-то степени в это время. Интересно то, что вот этот Сатурн аспектирует Солнце. 7, 8, 9, 10. 10 аспектом этот Сатурн аспектирует Солнце. А Солнце — это показатель высшей власти, показатель высокого руководителя. То есть Сатурн как бы влияет и пытается сместить либо заместить высокого руководителя, и, возможно, будет ограничена, то есть ограничена каким-то образом власть короля в ближайшие 2 года, и Педро Санчес будет на себя брать больше власти. Но у Педро Санчеса, помимо прочего, тоже в марте 2026 года поменялся период, и это новый период, период весов, который продлится до 1 марта 2031 года. Что мы видим в этом периоде весов? Мы видим в седьмом доме брака, партнерства и личной жизни Марс, планету конфликтов, то есть конфликты, связанные с женой. И в шестом доме конфликтов находится Венера, не только с женой, но и с партнерами. В шестом доме конфликтов находится Венера, и в восьмом доме гороскопа находится Дара Карика, показатель партнера. И это два кризисных дома, которые соотносятся с партнерами и соотносятся с женой. Помимо этого, в седьмом доме, который соотносится тоже с партнерством, находится планета конфликтов Марс. Здесь у нас в 10 доме, в доме карьеры, находится Кету и тень шестого дома гороскопа. И с одной стороны, можно было бы предположить, что Педро Санчес может потерять свою власть, но слишком хорошо расположен управитель 10 дома гороскопа. Поэтому, в принципе, наверное, сам Педро Санчес власть не потеряет, но будет связан со скандалами. А вот если мы посмотрим на следующий период, который будет после весов с 2031 года, вот следующий период Скорпиона, он однозначно указывает на то, что Педро Санчес потеряет свою власть. Здесь у нас находится в 10 доме гороскопа управитель 12 от 10 дома, аспектирует 10 дом гороскопа Марс, Эрут Халагна, показатель чего-то нового, то есть указывает на новую карьеру, на новую работу. И управитель 10 дома гороскопа соединен с управителем 8 дома, дома кризисов, поэтому, скорее всего, уже после 2031 года Педро Санчес оставит свой пост, а до этого, и скорее всего, он оставит его просто со скандалами, то есть в связи с неэффективной политикой, которая будет продолжаться и которая будет вести к кризису. Хотя период у него для власти все равно очень сильный, несмотря ни на какие подводные камни. Период 6 дома гороскопа, но и дома борьбы, конечно, тоже. Но, тем не менее, как-то же он остается у власти, и, скорее всего, что он и останется. Если вдруг Педро Санчес соберется на выборы, возможно, я его потом отдельно гороскоп посмотрю, потому что я открыла его буквально перед записью видео, так как я все-таки приняла решение записывать видео по Испании в последний момент, поэтому решила подключить еще и его гороскоп. Но еще хотелось бы отметить, что у меня вот как-то нету подписчиков или гороскопов клиентов, кто живет в Испании, кто, допустим, там собирается легализовываться или сомневается, оставаться, не оставаться.
оставаться. Если у вас есть данные таких людей, можете прислать мне, написать, допустим, в комментариях, либо у меня есть таблица для сбора данных для того, чтобы я могла разбирать видео своих подписчиков. Можно в эту таблицу, допустим, добавить данные гороскопов, если вам не жалко, чтобы я посмотрела, что видно по гороскопам людей, которые живут в Испании. Понятно, что коренные испанцы меня вряд ли смотрят, те, кто живет в Испании, те, кто там родился, но, может быть, хотя бы мигранты, которые не знают, что делать дальше, оставаться, не оставаться, тоже присылайте свои гороскопы. Интересно посмотреть, как в ваших гороскопах будет отображаться дальнейшая жизнь в Испании с учетом указаний гороскопа Испании. На этом сегодняшний обзор завершен. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.